Здравствуйте, уважаемые друзья! С вами я, Юрий Тюченко, кандидат ветеринарных наук, и в этом видеоподкасте рассмотрим причины возникновения и профилактику ацидоза рубца коров. Ацидоз – это одна из частых форм патологии у жвачных животных, которая характеризуется сдвигом pH содержимого рубца в кислую сторону и протекает с явлениями гипотонии, атонии или переполнения рубца. И если вовремя не заметить симптомы данного заболевания и не приступить к лечению, то произойдет снижение продуктивности, ухудшение качества молока, общего состояния животного, вплоть до его гибели. Ацидоз рубца, как я уже сказал, является очень распространенным недугом. 25-75% поголовья могут быть им поражены. Это серьезные цифры. В большинстве случаев ацидоз рубца постепенно переходит в метаболический. Или, иными словами, во всем организме нарушается pH внутренней среды. При этом количество летальных исходов небольшое и обычно наблюдается в пределах 3-5%. Присутствует синдром внезапной смертности. В 70-е годы западные специалисты установили, что прежде чем достичь взрослого состояния, каждая корова болеет ацидозом рубца. Выяснено, что основная причина ацидоза кроется в неправильном кормлении коровы, вызывающем проблемы с обменом веществ. Ацидоз УКРС можно распознать по следующим признакам. Животное не ест, не встает, дрожат мышцы, корова очень угнетена вплоть до комы, рубец вздут и не работает. Наблюдается учащенное дыхание, дополненное тахикардией. У коровы наблюдается сильная жажда, нос сухой, язык с налетом, но температура может быть и нормальной. Также наблюдается скрежет зубами, что является очень важным и характерным при ацидозе признаком. Больные животные мучаются от интенсивного поноса. Состояние коровы осложняется судорогами. Здесь очень важно исключить похожие заболевания – атонию и гипотонию преджелудка, а также кетоз. Ацидоз возникает в результате приема большого количества кормов, содержащих много легко переваримых углеводов. К таким кормам относятся все зрелые зерновые корма или те же корма в стадии молочно-восковой спелости: ячмень, овес, пшеница, кукуруза, а также корни клубнеплода, сахарная свекла, картофель. Также ацидоз могут вызывать арбузы и яблоки, если они поедаются в больших количествах. Крахмал, сахар, находящиеся в большом количестве в названных выше кормах, в рубце под влиянием ферментов, выделяемых бактериями, сбраживаются с образованием избыточного количества молочной кислоты и летучих жирных кислот: уксусной, пропионовой и масляной. В образовании молочной кислоты принимает участие и микрофлора. Например, молочно-кислые бактерии, количество которых при неправильном кормлении в рубце увеличивается. Указанные продукты рубцовой ферментации – обычные метаболиты рубцового пищеварения. При правильном кормлении животных их образуется небольшое количество, и они быстро используются организмом как источник энергии или для синтеза жира и белка. Патология возникает в том случае, если организм не успевает утилизировать повышенное количество образованных продуктов ферментации. В рубце происходит накопление молочной кислоты, pH жидкости рубца становится кислым, pH ниже 6. Чем значительнее происходит сдвиг pH, тем тяжелее протекает болезнь. Строгой зависимости между тяжестью болезни и количеством съеденного корма нет. При значительном снижении pH происходит угнетение моторики рубца. Сдвиг pH в кислую сторону неблагоприятен для жизнедеятельности микроорганизмов рубца. Количество инфузорий уменьшается или они полностью погибают. Ферментативная активность еще сохранившихся микроорганизмов понижается. Клинически прекращение ферментации в рубце определяют по исчезновению в нем шумов. Последствия острого ацидоза рубца длятся 4-6 дней. За это время корова может или спонтанно выздороветь, или может наступить даже ее гибель. Хотя это встречается достаточно редко, если вовремя начать лечение. Как лечить ацидоз, мы рассмотрим в одном из наших последующих видео. А сейчас я бы хотел остановиться на профилактике возникновения ацидоза, которая состоит в оптимизации питания коров. Для этого необходимо выполнить следующие правила. Первое. Содержание концентратов в нормальной структуре рациона не должно превышать 40-45% по питательности. Второе. Сырая клетчатка должна составлять не менее 16% от питательности рациона.
Содержание длинноволокнистой клетчатки должно быть не менее 14%. Четвертое. Нормальный уровень легко ферментируемых углеводов составляет крахмала 22-26%, сахаров 5-7% от сухого вещества. Корове можно скармливать до 5% сырого жира от массы сухого вещества рациона. При этом до 2,5% жира рекомендуется вводить в виде растительных масел в качестве профилактики ацидоза. Раздельное скармливание кормов лучше заменить кормосмесями. Причем основные корма в них в сухом веществе должны иметь от 9,5 мегаджоулей обменной энергии, 14-15% сырого протеина и до 26% клетчатки. Наиболее существенным это правило является для коров при раздое. Помните, что не допускается доля кислоты в силосе и сенаже более 0,2%, а предельный объем уксусной от всех кислот 40%. Оптимальная влажность кормосмеси 45-55%. Важно обеспечить чистоту кормового стола, убирая остатки пищи, так как в них могут развиваться гнилостные микроорганизмы. Требуется периодически пододвигать кормосмесь на кормовом столе для уменьшения сортировки ее животными. Смена рациона должна производиться постепенно. При этом с целью профилактики ацидоза изменения в содержании крахмала, сахара, жиров, органических кислот должны быть минимальными. Любой рацион обязательно должен содержать легко переваримые углеводы, минеральные вещества и витамины, которые требуются организму животного для активизации рубцовой микрофлоры. Поэтому для коров создаются адресные рецепты комбикормов и премиксов с учетом фактического состояния потребляемой пищи. В качестве профилактики ацидоза важно следовать рекомендациям относительно оптимальной физической формы кормов. Так, частицы измельченных трав при заготовке сенажа и соломы в идеале составляют от 4 до 6 см. Для профилактики ацидоза лучше, чтобы животное потребляло концентраты в гранулированном виде, а зерно в плющенном. Так удается сдерживать ферментацию крахмала, сахаров, избегать резкого закисления рубцового содержимого. Комбикорм для высокопродуктивных коров обязательно должен содержать от 20 до 30% зерна кукурузы, так как именно в его состав входит крахмал, устойчивый к распаду в рубце. Не забывайте об использовании зерносенажа из зернофуражных растений в чистом и в смешанном виде. Как показывает практика, больше всего подходят зерносенажи из пшеницы, ячменя, ячменно-гороховых, вико-овсяных смесей. Поясню. Поскольку оболочка зерна в зерносенаже сформирована не полностью, зерно переваривается без дробления, но медленно. Микроорганизмы успевают перерабатывать образующуюся молочную кислоту, а ацидоз не развивается. Помните, что на формирование популяции микроорганизмов, способных переваривать новый корм, уходит от 2 до 3 недель. Ни в коем случае нельзя допускать ожирения коров к концу лактации. Следует помнить, что в последнюю треть лактации депонирование белка и особенно жира протекает наиболее эффективно. Чтобы стабилизировать обмен веществ, рубцовое пищеварение и провести профилактику ацидоза, снижает потребление животными концентратов кукурузного силоса, заменяя их большим количеством сенажа, сена или хорошей соломы. Также для профилактики ацидоза применяют раскислители и буферные смеси. На первом месте по частоте использования стоит питьевая сода. Она считается самой эффективной раскисляющей добавкой. На тонну силоса добавляют 5-6 кг соды, равномерно распределяя по всему объему. За сутки одна корова должна получить 100-150 грамм соды, а склонным к ожирению особям скармливают до 250 граммов. За счет употребления питьевой соды удается сформировать идеальные для микрофлоры рубца условия. Повышается переваримость клетчатки и органического вещества. Также коровы быстрее адаптируются к высокоэнергетическому кормлению. Сокращается отрицательное воздействие закисляющих содержимое рубца кормов, а именно концентратов, силоса или борды. Также очень широко для профилактики ацидоза используется оксид магния. Это вещество играет роль буферной добавки и применяется в суточной дозировке 30-40 грамм на голову для профилактики ацидоза. За счет этого удается сохранять pH содержимого рубца в пределах 6,3, а также нормальную целлюлозолитическую активность рубцовой микрофлоры и уровень жирности молока. Также для
профилактики ацидоза используется буферная смесь. Данная добавка имеет в своем составе бикарбонат натрия, мел, а также окись цинка, марганец сернокислый, окись магния и шрот подсолнечный в качестве наполнителя. На 1 тонну силоса или сенажа используется 4-7 кг такого раскислителя. Если в рационе коров недостаточно кальция и достаточное содержание фосфора, то для профилактики ацидоза необходимо использовать мел кормовой. Его применять из расчета 5-6 кг на 1 тонну корма. Доломитовая мука является незаменимой добавкой в случае недостатка кальция и магния. На 1 тонну силоса необходимо добавлять 5-6 кг такой муки. Отметим, что перемешивать силос с доломитовой мукой и прочими щелочными реагентами лучше при помощи смесителей кормораздатчиков. Для профилактики ацидоза за 2 недели до отела и в течение 50 дней после него применяется буферная анионная добавка, которая состоит из смеси углекислых солей натрия, кальция, магния, дрожжевых культур и органических кислот. В результате ее применения стабилизируется pH содержимого рубца, сокращается вероятность развития ацидоза, активизируется рост микробной массы рубца, а также ферментная и целлюлозолитическая работа, снижается риск заболеваний копыт. Ацидоз также профилактируется при помощи премиксов, пребиотиков и белково-витаминных добавок. Понятно, что их вводят в рацион коров только на основании точных расчетов. Очень опасно делать это беспорядочно, поскольку из-за избыточного количества минеральных веществ и витаминов, попадающих в организм, у коров могут возникнуть заболевания костной ткани, слизистых, сердца, появляются проблемы с нервной системой. Немаловажным элементом питания и профилактики ацидоза являются кормовые дрожжи. Летом дрожжи очень важны для нормальной работы рубца, ведь в это время увеличивается потребление сочного корма. Препаратов и добавок для профилактики ацидоза коров достаточно много, и выбирать их необходимо в соответствии с решаемыми задачами. Ну и конечно же от проверенных производителей, чтобы быть уверенным в их качестве. А пока на этом все. Здоровья вам и вашим коровам. Подписывайтесь на наш канал и до новых встреч!